Добрый день! Сегодня я хочу рассказать вам, как в Linux Mint корректно работать с Wine-приложениями Adobe Photoshop CS6 и Adobe Audition 3.0. Смотрите, в чем проблема. Я установил себе Linux Mint Cinnamon и сижу на нем уже несколько лет. Но Linux-приложения, даже если и есть для этой области применения, обладают очень скудными возможностями по сравнению с приложениями Adobe. И я хочу продолжить их использовать на Linux Mint. Но не всегда скоро дело делается. И я столкнулся с такой проблемой Adobe Photoshop CS6. Смотрите, левая панель инструментов на CS5. Как вы можете видеть, то все в порядке, все инструменты корректно отображаются. А теперь запускаем CS6 и в окошке инструмента видим мой рабочий стол вместо инструментов. Wine, HQ, Bugzilla знают о такой проблеме, но пометили статус как неподтвержденный. Причем я вам демонстрирую Play on Linux Poll, но все тоже на 100% присуще и системной Wine. Не зависит ни от драйверов видеокарты, ни от 32-64-битности как Wine, так и приложения. Когда я потерял надежду получить помощь от кого-либо, я стал экспериментировать с окружениями рабочего стола. Да, вот еще. Audition в Cinnamon мне удалось его установить, и он работает корректно. Сначала я установил KDE Plasma, запускаю CS6, и, о чудо, он заработал правильно. Но не торопитесь радоваться. На Audition в окне частотного анализа выпадающие списки перестали работать. И работать этим инструментом стало невозможным. Потом я установил XFCE, которое повело себя аналогичным образом. Исправляя CS6, ломала Audition. И остался один Mate. На моей системе 21 он отказывался устанавливаться, сообщая, что у меня есть сломанные пакеты. А до этого я пытался установить кроссовер Demo, чтобы проверить, будут ли там работать инструменты Adobe. Вот этот кроссовер и поломал мне пакеты, не установившись сам. Хорошо, я периодически делаю резервное копирование TimeShift. Пришлось откатиться до 20.0. Там уже спокойно установился пакет Mint MetaMate. И перейдя в Mate, я тоже увидел инструменты CS6. А как там поживает Audition? При записи этого фрагмента он почему-то показал свое фе. Но все же заработало. Хотя без записи экрана все прекрасно работает. Я привык к меню Cinnamon, да и к некоторым программам. Естественно, я заменил Kaya на Nemo. Меню поставил классическое, это делается в настройке панели. И теперь я в своем привычном окружении, но теперь все работает. Спасибо за просмотр видео, ставьте лайки и дизлайки. Всего вам доброго, до свидания.